Семен стоял на пороге своей квартиры в полном недоумении. Из спальни доносились характерные звуки, его жена была не одна. Но даже это сейчас волновало его меньше всего. В голове звучала только одна мысль: где Терра? Что с ней? Жива ли? Он вошел в спальню. Увидел предательство. «Вот, значит, как», — прошептал он. Больше слов не было. Мужчину он вышвырнул из квартиры так, что тот кубарем полетел по лестнице. С женой хотел поступить так же, но побрезговал. Вещи ее полетели следом. «Пошла вон. Увижу, пожалеешь. На развод подам сам», — бросил он ей напоследок. Он пил неделю. Не ел, не спал, просто пил. Но перед глазами постоянно стояла она, Терра. Его белоснежная, преданная собака. Та, кого он сам отвез на трассу и оставил там. Его единственный настоящий друг. Очнувшись от запоя, Семен сразу завел машину и стал ездить по округе, где в последний раз видел Терру. Спрашивал у местных, заходил в магазины, показывал фотографии, но никто не видел такую собаку. «Как я мог?» — повторял он. «Почему я не выкинул из жизни ту, кто приказала мне отказаться от собаки?» Он пытался найти оправдание, но правда была жестокой. Терра была в его жизни задолго до Клары. Он вырастил ее с щенка и с самого начала видел, что Клара собаку не любит, терпит, но не любит. Он был ослеплен, зачарован. А потом Клара заявила: «Выбирай, или она, или дети». И он выбрал. Теперь же понимал, детей она никогда и не собиралась. А он предал того, кто любил его без условий. Всю жизнь Семен мечтал о крепкой семье и собаке. Собаки у него были всегда, а вот с семьей не везло. Третий брак, и снова все рухнуло. Остался один, без детей, без Терры, с разбитым сердцем и виной, которую невозможно искупить. Тем временем, месяц назад, Татьяна ехала домой в свою деревню после работы. Шел проливной дождь. На трассе образовалась пробка. Скучая, она смотрела в окно и вдруг заметила белую собаку. Та металась между машинами, явно испуганная, потерянная. Когда машины остановились, собака оказалась рядом. Татьяна, не раздумывая, открыла дверцу. «Иди сюда, красавица», — тихо сказала она. Собака, будто поняв, прыгнула внутрь. Через час они были дома. Девушка поставила миску с горячим супом. «Кто ты, Белоснежка? Откуда пришла? Потерялась или тебя выбросили?» Собака смотрела на нее с бездонной грустью. Татьяна решила начать все сначала. «Назову тебя Снежка, как снег зимой. Нравится». Собака лизнула ее в нос. «Значит, нравится». С тех пор они стали неразлучны. Татьяна рано уезжала в город, поздно возвращалась. Снежка каждый вечер встречала ее у калитки, а в выходные они гуляли, ездили в лес, наслаждались природой. Прошло 3 месяца. Семен был измучен. Его заметил начальник. Узнав про развод, дал ему ключи от своей дачи. «Поезжай, отдохни, только не делай глупостей. Мне уже дальше глупить некуда», — тихо ответил Семен. Он поехал. Ранним осенним утром Татьяна решила прогуляться с Снежкой до леса. День был туманный, тихий. Вдруг Снежка замерла, уставилась вдаль. Девушка натянула поводок, но собака резко рванулась вперед. Поводок выскользнул из рук. Из тумана показалась человеческая фигура. Снежка со всех лап побежала навстречу. Человек опустился на колени, распахнул объятия. Собака прыгнула ему в грудь, обвила лапами шею. Он плакал. «Вы что делаете?» Растерялась Татьяна. «Замаливаю грехи. Может, так и выживу», — прошептал Семен. Он все рассказал ей. И она тоже не смогла сдержать слез. С тех пор они стали общаться. Поняли, что жизнь подарила им второй шанс. Вскоре у них появился ребенок. А главной няней и лучшей подругой семьи была та, кого звали Терра собака, простившая все. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!